Пока динозавры вымирали, он лежал. Пока менялись континенты, пересыхали моря, вымерзали целые экосистемы, он лежал. Пока появлялись и исчезали мамонты, саблезубые кошки, гигантские ленивцы, он лежал на берегу и ждал. Не эволюционировал, не менял форму, не искал новых решений, просто существовал и пережил всех. Крокодил на планете Земля уже 200 миллионов лет. Первые люди появились около 300 тысяч лет назад. То есть крокодил старше нас в 660 раз. Он видел рассвет и закат динозавров. Он пережил астероид, который убил 75% всего живого. Он пережил 5 массовых вымираний. 5. И сегодня он лежит на берегу Нила, на берегу Амазонки, на берегу австралийских рек. С тем же телом, той же стратегией, теми же глазами. Живой, неизменный, победивший. Честно говоря, меня остановила одна мысль, когда я начал разбираться в этой теме. Мы называем крокодила примитивным, живой ископаемый, пережитком прошлого. Но как именно примитивное существо пережило все, что пережило? Может, мы неправильно понимаем, что такое совершенство? Сегодня говорим о крокодиле, настоящем. Не о том образе из фильмов ужасов и туристических предупреждений, а о существе, которое является одним из самых сложных и неправильно понятых животных на планете. Оставайтесь до конца. Примерно в середине вас ждет кое-что про разум крокодила, после чего смотреть на него как прежде уже не получится. Начнем с главного. Кто такой крокодил на самом деле? Крокодилы не ящерицы и не динозавры, хотя выглядят именно так. Они принадлежат к отряду крокодилообразных, возникшему около 240 миллионов лет назад. Динозавры появились примерно тогда же. То есть они не потомки друг друга, они ровесники. Жили бок о бок 200 миллионов лет. Потом одни исчезли, другие остались. Важный факт, который меняет все восприятие. По современной классификации крокодилы ближе к птицам, чем к любым рептилиям. Птицы и крокодилы — единственные выжившие представители архозавров, той самой группы, к которой относились динозавры. Когда вы смотрите на крокодила, вы смотрите на ближайшего живого родственника воробья. Это не метафора, это филогенетический факт. Сегодня на Земле 23 вида крокодилообразных. Сами крокодилы, аллигаторы, кайманы и гавиалы. Они населяют тропические регионы всех континентов, кроме Европы и Антарктиды. И каждый вид — отдельная история, которую мы только начинаем понимать. Но сначала о теле. Потому что именно тело крокодила и есть ответ на вопрос, как это существо пережило все. Крокодил — это машина выживания. Не в переносном смысле, в буквальном. Начнем с кожи. То, что мы видим снаружи, не просто броня. Это остеодермы — костные пластины, вросшие прямо под кожу. У крупных видов они настолько плотные, что останавливают пули малого калибра. Не все, не всегда, но факт задокументирован. При этом та же кожа содержит тысячи микроскопических сенсорных рецепторов, интегументарные сенсорные органы. Они улавливают мельчайшие колебания воды, рябь от упавшего листа, движение рыбы в 10 метрах. Крокодил в полной темноте, с закрытыми глазами, в мутной воде чувствует все, что происходит вокруг. Броня снаружи, сенсоры внутри. Это не примитивно, это гениально. Теперь о челюстях. Сила укуса нильского крокодила около 5000 килограммов на квадратный сантиметр. Это самый мощный укус среди всех живых существ на планете. Для сравнения, укус льва около 400 килограммов. Большой белой акулы около 300. Крокодил кусает в 10 раз сильнее льва. В 10. Но вот парадокс. Мышцы, которые открывают челюсть, слабые. Настолько, что опытный человек может удержать пасть крокодила руками. Природа вложила все в захват. Разжать — уже твоя проблема.
Зубы крокодила не жуют, они фиксируют. Крокодил не пережевывает добычу, он ее вращает. Смертельный крен – это термин. Животное хватает жертву и начинает вращаться вокруг своей оси прямо в воде. Физика делает остальное. Конечности отрываются, тело разрывается на части, которые уже можно проглотить целиком. Зрелище настолько мощное, что его изучают биомеханики. Крокодил создал собственный способ разделки добычи и пользуется им 200 миллионов лет. Желудок крокодила – отдельная история. Кислотность желудочного сока у него выше, чем у любого другого позвоночного. Он переваривает кости, рога, копыта, черепашьи панцири. То, что не переваривается желудком – желудочные камни, гастролиты. Крокодилы намеренно глотают камни. Они помогают перетирать пищу изнутри и регулируют плавучесть в воде. Крокодил – хладнокровное животное. Это значит, он не тратит энергию на поддержание температуры тела. Ему не нужно есть каждый день, не нужно каждую неделю. Взрослый крокодил способен прожить без еды больше года, просто лежать, ждать. Когда придет время, одного удачного броска хватит, чтобы восполнить месяцы голода. Это и есть стратегия победителя. Тратить минимум, получать максимум. И именно она не изменилась за 200 миллионов лет. Но тело — это еще не все. Потому что крокодил оказался существом, которое умеет то, чего от него никто не ожидал. Крокодил умеет заботиться. Это, пожалуй, самое неожиданное, что я узнал о нем, потому что в голове сидит образ, холодная машина, рефлекс, инстинкт, никакой эмоции, никакой связи. А реальность оказалась совершенно другой. Самка нильского крокодила откладывает от 20 до 80 яиц, зарывает их в песок или прячет в гнездо из растительности на берегу, и потом 3 месяца не уходит, не охотится, просто охраняет. В жару она поливает гнездо водой изо рта, в засуху закрывает его тенью своего тела. 3 месяца ожидания, без еды, без отдыха, рядом с гнездом. Когда детеныши готовы вылупиться, они начинают пищать прямо из-под земли. Мать слышит их. Она раскапывает гнездо лапами и зубами. Осторожно, миллиметр за миллиметром, чтобы не повредить скорлупу. Потом берет детенышей в пасть. В ту самую пасть с укусом 5000 килограммов на сантиметр. И несет их к воде. Живых, невредимых. Я перечитал это несколько раз. Не мог сразу поверить, что это один и тот же орган. Детеныши остаются рядом с матерью до 2 лет. Она защищает их от цапель, варанов, других крокодилов. Подзывает особым звуком, когда чувствует опасность. Малыши отвечают и прячутся под ее телом. Под бронированным телом существа, которое мы считаем холодным и бездушным. Но и это еще не предел неожиданного. В 2013 году биологи опубликовали исследование, которое в научном сообществе обсуждали долго. Крокодилы, несколько видов, были замечены за игрой. Не охотой, не территориальным поведением, именно игрой. Они катали в воде яркие предметы, возили на спине детенышей птиц, добровольно, без агрессии. Молодые особи барахтались в воде без всякой практической цели. Игровое поведение считалось признаком высокоразвитых млекопитающих и птиц. Теперь нет. И вот тут начинается самое интересное. Мозг крокодила устроен иначе, чем принято думать. Долгое время его считали рептильным в худшем смысле слова, примитивным, рефлекторным, без высших функций. Но исследования последних 20 лет рисуют другую картину. У крокодилов фиксировали индивидуальное поведение. Разные особи в одинаковых условиях действовали по-разному. Они запоминают места и маршруты на годы. Они узнают конкретных людей, тех, кто их кормил, и тех, кто их преследовал, и реагируют по-разному при повторной встрече. В Коста-Рике задокументирован случай, который стал широко известен в зоологических кругах. Местный житель по имени Чита более 20 лет дружил с конкретным крокодилом по имени Почо. Плавал с ним, обнимал.
Поччо умер в 2011 году от естественных причин. Это не цирк и не дрессировка. Это зафиксированные долгосрочные отношения между человеком и крокодилом, которые ученые до сих пор не могут объяснить в рамках рефлекторной модели поведения. Крокодил не то, чем кажется. И чем глубже заходишь в эту тему, тем больше убеждаешься. Мы судили об этом существе по внешности. А внешность у него 200 миллионов лет обманчивая. Крокодил общается. И делает это сложнее, чем мы думали. У него нет голосовых связок в привычном понимании. Но он издает звуки. И много. Детеныши пищат и квакают. Взрослые особи рычат, шипят и издают низкочастотный гул, который человек скорее чувствует телом, чем слышит ушами. Инфразвук. Тот самый диапазон, который слоны используют для общения на километры. Крокодил делает это в воде, и рябь расходится по поверхности концентрическими кругами, как от камня. Слух у крокодила острый, глаза устроены так, что он видит под водой почти так же хорошо, как над ней. Вертикальный зрачок, как у кошки, плюс мигательная перепонка, которая защищает глаз и одновременно служит чем-то вроде подводных очков. Ноздри, глаза и уши расположены на одной линии на верхней части головы. Это позволяет крокодилу лежать практически полностью под водой и при этом дышать, видеть и слышать все, что происходит на поверхности. Эволюция не придумала это случайно. Это конструкция засадного хищника, доведенная до абсолюта. Теперь о том, как именно крокодил охотится, потому что это отдельное искусство. Крокодил не гонится за добычей, он ждет. Иногда часами, иногда днями. Он запоминает маршруты животных, которые приходят на водопой, запоминает время. Исследования показали, что крокодилы способны предугадывать появление добычи и занимать позицию заранее. Это не рефлекс, это планирование. Бросок крокодила – один из самых быстрых движений среди крупных животных на планете. Из состояния полного покоя до полного захвата меньше секунды. Скорость броска достигает 50 км в час на коротком отрезке. На суше крокодил выглядит неуклюжим, но первые несколько метров он развивает скорость, которую большинство людей не успеет отреагировать. Есть кое-что, о чем редко говорят. Крокодилы охотятся совместно. Это зафиксировано. Несколько особей координируют действия при охоте на крупную добычу или рыбные косяки. Одни загоняют, другие перехватывают. Без иерархии вожака, без команд, просто синхронное поведение, которое ученые пока не могут объяснить полностью. Социальная охота у примитивного рептилия. При дележе крупной добычи несколько крокодилов работают вместе. Каждый захватывает свой кусок и вращается в противоположную сторону. Физика разрывает тушу эффективнее, чем любой инструмент. Никто никому не мешает, никто не дерется за место. Это выглядит почти как договоренность. Вы когда-нибудь слышали о крокодилах что-то подобное? Напишите в комментариях. Мне правда интересно, какой образ этого существа был у вас до этого момента. Но охота – это лишь одна сторона жизни крокодила, потому что есть кое-что, что он делает для экосистемы вокруг себя. Кое-что, без чего целые реки начинают умирать. Крокодил не просто хищник, он архитектор. Это слово используют экологи, когда говорят о видах, которые формируют среду вокруг себя. Бобер строит плотины, меняет течение рек. Слон прокладывает тропы, создает коридоры для других животных. Крокодил делает кое-что не менее важное, просто менее заметное. В сухой сезон, когда водоемы мелеют и пересыхают, крокодилы роют ямы в русле реки. Глубокие, широкие, своим телом, лапами, хвостом. Эти ямы сохраняют воду там, где ее больше нет. И тогда к этим ямам приходит все живое в округе. Рыба, черепахи, птицы, млекопитающие. Крокодил создает последний оазис. Вокруг него выживает целое сообщество. Да, он при этом охотится, но не уничтожает. Популяция рыбы в таких ямах сохраняется, именно потому, что крокодил регулирует ее численность, не дает ей перепотреблять ресурс и подохнуть от нехватки корма. Хищник становится смотрителем.
Это называется экосистемный инженер, и крокодил заслуживает этого звания полностью. Помет крокодила богат питательными веществами и удобряет воду. Стимулирует рост водорослей и планктона, с которых начинается вся пищевая цепочка реки. Когда крокодилы исчезают из экосистемы, рыбы становится меньше. Это зафиксировано в нескольких регионах, где популяции крокодилов резко сократились из-за охоты. Тот же эффект, что и с волками в Йеллоустоне. Убрали хищника — рухнула система. Вернули — система восстановилась. С крокодилами история та же, просто менее известная. Теперь о размерах, потому что крокодилы — это не один размер. Карликовый африканский крокодил — наименьший из живых крокодилообразных. Длина взрослой особи около 1,5 метров, весит меньше 30 килограммов. Живет в лесных водоемах Центральной Африки, ведет почти скрытый образ жизни. Большинство людей никогда не видели его даже на фотографии. На другом конце шкалы — гребнистый крокодил. Самая крупная рептилия на планете. Самцы достигают 6-7 метров в длину, весят более 1000 килограммов. Официально зафиксированный рекорд — 6 метров 10 сантиметров, пойман на Филиппинах в 2011 году. Звали его Лолонг. Он весил более 1000 килограммов и стал самым большим крокодилом в неволе за всю историю наблюдений. Гребнистый крокодил — единственная рептилия, которая регулярно выходит в открытый океан. Его находили в открытом море в сотнях километров от ближайшего берега. Он использует морские течения, ждет попутного течения, потом плывет, почти не двигаясь. Пассивная навигация. Именно так этот вид расселился по островам Тихого океана, от Индии до Австралии и Фиджи. Существо, которое покоряет океан, лежа на течении. 200 миллионов лет и та же стратегия. Минимум усилий, максимум результата. Крокодил и человек. Эта история длиннее, чем большинство историй на планете. Первые люди в Африке жили рядом с крокодилами с самого начала. Не рядом, вместе. Те же реки, те же водопои, те же берега. Крокодил был частью пейзажа раньше, чем появилось слово «опасность». И человек очень быстро понял — это существо требует уважения. В Древнем Египте крокодил был богом. Себек — крокодилоголовое божество воды, разлива Нила, военной мощи и плодородия. Фараоны носили его имя в своих титулах. В городе Крокодилополь, который греки назвали именно так, жил священный крокодил. Его кормили, украшали золотыми серьгами и браслетами. После смерти мумифицировали и хоронили с почестями. Археологи нашли тысячи мумий крокодилов по всему Египту. Тысячи. Одновременно. Тот же Нил был местом, где крокодилы убивали людей. Регулярно. Это знали, это принимали. Бог может быть смертоносным. Это не противоречие, это суть. В других культурах отношение было другим, но не менее глубоким. На острове Тимор в Индонезии крокодил до сих пор считается предком людей. По местным преданиям, остров Тимор — это тело огромного крокодила, который превратился в сушу ради человека. Убить крокодила значит убить предка. Это табу, которому сотни лет. В Папуа-Новой Гвинее мужчины племени Катла намеренно наносят себе шрамы в форме чешуи крокодила. Болезненный обряд инициации, который длится неделями. Смысл — стать крокодилом. Принять его силу, его неуязвимость, его долголетие. Не победить зверя, стать им. В Австралии аборигены северных территорий жили рядом с гребнистыми крокодилами тысячелетиями. Их мифология полна крокодиловых образов. Существа из времени сновидений, создатели рек, хранители воды. При этом люди прекрасно знали, где купаться нельзя и в какое время. Это называется экологическое знание, и оно точнее любого предупреждающего знака. Я, честно говоря, не мог не остановиться на этом моменте. Почти каждая культура, жившая рядом с крокодилом, не пыталась его уничтожить. Они искали с ним отношения, боялись и уважали, поклонялись и осторожничали. Это мудрость, которую мы в какой-то момент утратили.
Потому что следующая глава этой истории совсем другая. И то, что произошло дальше, стало одним из самых показательных экологических уроков XX века. Но сначала один факт, который связывает эту историю с самым началом нашего разговора. Возраст. Крокодил живет долго, очень долго. Средняя продолжительность жизни в дикой природе от 30 до 70 лет в зависимости от вида. Гребнистые крокодилы в неволе доживали до 100 лет и больше. Это значит, что крокодил, лежащий сейчас на берегу Нила, вполне может помнить мир до того, как там появились первые туристы, первые моторные лодки, первые плотины. Он видел другую реку, он помнит ее. В 20 веке человек решил, что крокодиловая кожа – это товар. И началось. С 1950-х по 1970-е годы крокодилов убивали в масштабах, которые сложно представить. Только в бассейне Амазонки за 20 лет было уничтожено, по разным оценкам, от 8 до 10 миллионов крокодилов и кайманов. В Африке нильский крокодил был практически истреблен во многих регионах, где еще полвека назад был обычным видом. В Австралии гребнистый крокодил к 1970 годам почти исчез с большей части своего исторического ареала. Сумки, туфли, ремни, чемоданы. Крокодиловая кожа стала символом статуса, и этот символ почти уничтожил вид, которому 200 миллионов лет. Экологические последствия не заставили себя ждать. В реках, где крокодилов не стало, начался дисбаланс. Рыбы сначала стало больше, а потом резко меньше. Без регуляции хищникам популяции рыб переросли кормовую базу и рухнули. Водоемы зарастали, речные системы деградировали. Это заняло годы, но произошло. Убрали одно звено, и цепь порвалась. К счастью, это заметили вовремя. В 1975 году крокодилы были включены в Конвенцию о международной торговле видами дикой флоры и фауны (CITES). Охота была жестко ограничена. Несколько видов получили полную защиту. И тут произошло кое-что важное. Выяснилось, что крокодил при наличии охраны восстанавливается быстро. Нильский крокодил вернулся во многие регионы уже через 20-30 лет после введения защиты. Гребнистый крокодил в Австралии, которого к 1971 году насчитывалось всего несколько тысяч особей, сейчас снова достиг численности около 100 тысяч. Это одна из самых успешных историй восстановления дикого вида в истории охраны природы. Крокодил выжил снова. Как всегда. Но вот в чем проблема сегодня. Формальная охота прекратилась, а давление не исчезло. Оно просто сменило форму. Уничтожение берегов рек под сельскохозяйственные угодья и застройку лишает крокодилов мест для гнездования. Загрязнение воды снижает численность рыбы, основной кормовой базы. Климатические изменения влияют на температуру песка, в котором лежат яйца. А это критично, потому что у крокодилов пол детеныша определяется не генами, а именно температурой инкубации. Несколько лишних градусов, и все детеныши одного пола. Несколько поколений такого сдвига, и популяция не может воспроизводиться. Природа, создавшая крокодила 200 миллионов лет назад, справлялась с любым вызовом. Но она никогда не сталкивалась с тем, что делает с планетой человек за последние 100 лет. Это новый вид давления, и на него у крокодила пока нет готового ответа. Есть, впрочем, кое-что, что не меняется. Кое-что, что крокодил делает с момента своего появления на Земле, и что является, пожалуй, самым удивительным финальным аккордом в истории этого существа. Крокодил умеет почти не стареть. Это не метафора и не преувеличение. Это биологический факт, который ученые изучают вплотную последние 2 десятилетия. У большинства животных, и у человека тоже, есть четкая кривая – рост, пик, угасание. Мышцы слабеют, иммунитет снижается, органы изнашиваются. Это называется сенесценция – биологическое старение. У крокодила эта кривая выглядит иначе. Исследования показали, после достижения зрелости крокодил практически не демонстрирует признаков физиологического старения.
Его мышцы не теряют массу, иммунная система не ослабевает с возрастом. Скорость реакции у старой особи сопоставима со скоростью молодой. Биологи называют это пренебрежимым старением. Крокодил не перестает расти всю жизнь. Он растет медленнее, но не останавливается. Старый крокодил – это просто очень большой крокодил. Не немощный, не медленный, большой. Именно поэтому максимальный возраст крокодила в дикой природе практически неизвестен. Они не умирают от старости в привычном смысле. Они умирают от болезней, травм, засухи, голода, внешних причин. Если внешних причин нет, они продолжают жить. Сколько именно, никто не знает точно. Это та самая черта, которую ученые изучают в контексте исследований старения у человека. Что именно в геноме крокодила позволяет ему избегать сенесценции – открытый вопрос. Но он изучается. Потому что ответ на него может оказаться важным далеко за пределами зоологии. И вот здесь стоит сказать кое-что еще. Кое-что про иммунитет. Кровь крокодила убивает. Буквально. Крокодилы живут в грязной воде. Они едят падаль. Они получают жестокие раны в территориальных схватках. Открытые, глубокие, в той же воде, кишащей бактериями. И почти никогда не получают инфекций. Это поставило вопрос. Почему? Исследования показали, что сыворотка крови крокодила обладает мощнейшими антибактериальными свойствами. Она уничтожает штаммы бактерий, которые устойчивы к большинству известных антибиотиков, включая золотистый стафилококк, устойчивый к метицилину, один из главных кошмаров современной медицины. В лабораторных условиях белки крокодиловой крови уничтожали его полностью. Это открытие сделали в начале 2000-х. С тех пор несколько исследовательских групп пытаются выделить активные компоненты и синтезировать их. Пока без окончательного прорыва. Но направление есть. Существо, которое мы считали пережитком прошлого, может оказаться ключом к одной из самых острых проблем медицины будущего. 200 миллионов лет, и крокодил все еще нас удивляет. Не потому что изменился, а потому что мы, наконец, начали смотреть внимательнее. Но есть еще одна история. Самая человеческая из всех в этом видео. И одновременно самая крокодилья. История о том, где проходит граница между нами и этим существом. И проходит ли она вообще? В 1985 году зоолог Брэди Барретт впервые описал то, что потом назвали крокодиловыми слезами. Не как метафору, а как физиологический факт. Крокодилы плачут во время еды. Слезы текут по морде, пока животное поглощает добычу. Долгое время это объясняли просто. Механическое давление челюстей на слезные железы. Ничего больше. Рефлекс. Но потом появились новые данные. Оказалось, что слезы крокодила содержат сложный набор белков и липидов, состав похожий на слезы птиц и млекопитающих. Слезная жидкость у крокодила выполняет функцию защиты и увлажнения глаз. Особенно важную, когда животное находится вне воды. Это не случайный рефлекс, это система. А потом исследователи заметили кое-что еще. Крокодилы плакали не только во время еды, иногда в другие моменты. В каких именно, никто пока не может сказать с уверенностью. Но вопрос уже задан, и это само по себе важно. Вернемся к разуму, потому что именно здесь самое неожиданное. В 2014 году орнитолог Владимир Дынич и его коллеги опубликовали наблюдение, которое вызвало споры. В период гнездования цапель и других колониальных птиц крокодилы были замечены с ветками и прутьями на морде, лежащими неподвижно у берега. Птицы в это время активно собирают строительный материал для гнезд. Они подлетают близко. Некоторые пытаются взять ветку прямо с морды крокодила. Это называется орудийное поведение. Использование предмета для достижения цели. До этого считалось признаком высшего интеллекта приматов, врановых птиц, слонов. Крокодил оказался в этом списке. Что именно происходит в голове крокодила, когда он кладет ветку на морду и ждет, мы не знаем.
Понимает ли он связь между веткой и птицей, между ожиданием и результатом – открытый вопрос. Но поведение воспроизводилось в разных регионах, разными особями. Только в период гнездования птиц, не в другое время. Это не случайность. Меня этот момент, честно говоря, зацепил больше всего в этой теме. Вот тут я понял, это не просто хищник, реагирующий на движение. Это что-то другое. Что-то, для чего у нас пока нет точного слова. Есть еще одна вещь, о которой почти не говорят. Звуки, которые крокодил издает ночью. Взрослые самцы в брачный сезон издают рев. Низкий, вибрирующий, пронизывающий воду и воздух одновременно. Люди, которые слышали это на берегу реки в темноте, описывают ощущение одинаково. Что-то древнее. Что-то, от чего тело реагирует раньше, чем голова успевает объяснить. Это не случайное ощущение. Это эволюционная память. Наши предки миллионы лет слышали этот звук в темноте у воды. Тело помнит, что он означает. Мозг уже не помнит, но тело не забыло. Крокодил звучит как начало мира, потому что он и есть его начало, во всяком случае того мира, который мы знаем. И это подводит нас к финалу, к тому, с чего мы начали, и к тому, что, надеюсь, теперь звучит совсем иначе. Пока динозавры вымирали, он лежал. Мы начали с этого. Но теперь это предложение звучит иначе, правда? Потому что теперь мы знаем, что именно лежало на том берегу. Не примитивное существо, не живая ископаемое, не пережиток. Существо с броней и сенсорами одновременно. С укусом, который сильнее льва в 10 раз, и с пастью, которая несет детенышей к воде невредимыми. С кровью, убивающей бактерии, которые не берут антибиотики. С телом, которое почти не стареет. С поведением, которое мы только начинаем правильно читать. Оно лежало и ждало. Не потому что не умело иначе, а потому что ждать — это и есть его совершенство. Мы за 300 тысяч лет построили города, написали симфонии, долетели до Луны. Крокодил за 200 миллионов лет не изменился почти ни в чем. Кто из нас эволюционировал правильнее? Вопрос, на который нет очевидного ответа. Особенно если учесть, что именно сейчас, в эпоху человека, крокодил впервые оказался по-настоящему уязвим. Не от астероида, не от ледникового периода. От нас. Знали ли вы об этом до сегодняшнего видео? О крови, об орудийном поведении, о пренебрежимом старении? Напишите в комментариях. Мне правда интересно, что из этого оказалось самым неожиданным. Есть древнеегипетский текст, один из самых старых письменных источников, в которых упоминается крокодил. Там он описывается как существо, которое живет на берегу двух миров – воды и суши, жизни и смерти, прошлого и настоящего. Египтяне писали это 4000 лет назад. Они не знали про пренебрежимое старение и антибактериальный иммунитет. Но они увидели главное. Крокодил действительно живет на берегу двух миров. Он принадлежит времени, которого больше нет. И при этом лежит прямо здесь, прямо сейчас, грея бок на солнце. Он ровесник динозавров и современник смартфонов. Он пережил все, что планета придумала против него за 200 миллионов лет. И сейчас он лежит на берегу, приоткрыв пасть, глядя в никуда желтым вертикальным зрачком. Он никуда не торопится. Он никогда никуда не торопился.